Всем привет! С вами Катерина и канал Hobby Fun in Japan. И сегодняшнее видео будет немного необычным. Вы, наверное, заметили Токийскую башню за моей спиной? Так вот, она там оказалась не просто так. Точнее, не просто так перед этой башней оказалась я. Короче, вся шумиха сегодня будет крутиться вокруг этой маленькой карточки. Как думаете, что на ней изображено? Но не буду томить вас неведением. На ней изображен анимешный канализационный люк Sailor Moon. Ну и раз есть один люк, то просто должны быть и другие. И как фанат этого аниме я просто обязана их все найти. Установили их, кстати, в конце марта 2024 года, то есть буквально недавно. А расположены они, между прочим, в районе Минато, в Токио, так как именно там и происходили основные события Sailor Moon. Но хватит лирики, пора переходить к активным действиям. Правда, тут все непросто, и начать придется не сначала, а с конца. Уж простите за каламбур, но давайте начнем, а там просто все станет понятнее. Стартовая точка нашего похода располагается на станции Мита. Видите, вот это высокое здание? Так вот, моя первая цель, туристический информационный центр, находится внутри него. Во всем районе Минато только в этом центре можно получить тот самый небольшой фанатский трофей, вокруг которого сегодняшнее приключение и вертится. Ну что, заходим? И вот она, моя первая точка – туристический информационный центр, который расположился сразу же после входа слева от двери. Ну а чтобы фанаты не запутались, то перед входом специально установили небольшой информационный стенд. В общем, как вы уже, наверное, поняли, первым трофеем, конечно же, стала та самая карточка, которую я показала в начале видео. Ее можно получить совершенно бесплатно. Но согласно правилам, чтобы перепродажники не забирали все, карточки дают только по одной на человека. У меня тут, правда, их аж две. Ну, ясное дело, что оператора я не только ради съемок с собой сегодня брала. Но важность карточки не только в ее коллекционности. Помимо изображения люка и описания, на ней имеется QR-код, перейдя по которому вам откроется карта нашего сегодняшнего путешествия. Она очень красивая, подробная и к тому же очень тематическая. Вообще, я хотела получить ее бумажную версию в месте выдачи карточек, но их, к сожалению, уже разобрали. Но это вовсе не беда. PDF-файл с картой можно скачать на сайте мэрии Минато и распечатать самим. Сама же карта интересна не только наличием отметок с люками. На ней также отмечены разные места, имеющие отношение к Sailor Moon, с кратким их описанием. Ну что ж, в путь! И, как вы, наверное, заметили, первым люком станет самый последний с порядковым номером 5, ибо сейчас именно он находится ко мне ближе всего. И находится он сразу же под воротами торговой улицы Кейо-Накадори. Этот люк желтого цвета и посвящен Sailor Венере. До того, как Такеючи Наока нарисовала мангу Sailor Moon, у нее была манга Sailor V с Sailor Венерой в главной роли, и именно около этих ворот она появлялась в манге. Ну что ж, идем дальше. Расстояние между люками, кстати, приличное, минут 20 пешком. Так что, чтобы обойти все, то часа 2 точно понадобится. Плюс время на фоточки и перерывчики. Причем перерывчики даже не на еду, а на пофотографироваться, ибо сам маршрут проходит по весьма живописным местам, с красивыми парками и храмами. Так что по пути можно заодно посетить несколько достопримечательностей и сделать прекрасные фотографии. И, конечно же, я сама не удержалась и на полчаса зависла в парочке мест. Сначала в парке Шиба. Ну, сами посудите, насколько там крутой вид на токийскую телебашню. А следом за парком сразу же зашла в храм Дзодзёджи. Это, кстати, хорошая альтернатива для тех, кому хочется посмотреть на храмовую архитектуру, но при этом не толпиться на Асакусе. Как-никак, Дзодзёджи не такой известный среди иностранных туристов храм. В общем, если кто планирует поездку в Японию, пользуйтесь моментом, пока про это место не пронюхали другие туристы.
Ах да, забыла сказать, что вид тут не менее шикарный, чем на Асакусе. Правда, не Sky 3, а с токийской телебашней на заднем фоне. Но хватит отвлекаться, пора бы направиться уже ко второму люку. А пока я иду, немного расскажу вам про японские аниме-люки в общем. Те, кто уже бывал в Японии, наверное, заметили, что крышки люков тут это в какой-то мере прям произведение искусства. Они разные, красивые, необычные и часто приурочены к какому-то событию, достопримечательности или месту. А если тот или иной люк или люки посвящены аниме, то установка этих люков прям целое событие. А с люками по Sailor Moon так вообще привлекли к организации мэрию и сделали прям все очень ярко. Мне даже казалось, что в начале года все информационные ресурсы о Японии рассказали об этом событии. Но вернемся к люку. Он, кстати, располагается прямо напротив входа в районную библиотеку Минато. На нем изображены все главные персонажи, и, что немаловажно, фон люка синий в честь Сейлор Меркурий. В теории, где-то недалеко от этого места также должна была располагаться школа, в которой училась Минако. Но, к сожалению, в реальности ее не существует. Ну что ж, насмотревшись на второй люк, я направляюсь к следующему. Хотя тут должна сказать, что путь между люками очень непростой. Во-первых, сам район Минато очень холмистый, а во-вторых, тут настолько много лестниц и переходов, что к середине маршрута можно изрядно устать от постоянных смен уровня высоты. Хотя не отрицаю, что вид благодаря высоким точкам открывается просто шикарный. Однако, как результат, даже если на карте кажется, что расстояние небольшое, в реальности придется прибавить к этому еще и изрядную часть лестниц. Кстати, я хоть и говорила ранее, что школы рядом тут нет, но это не совсем так. Школа тут есть, и называется она Шиба Академия. Вот только к Sailor Moon она не имеет никакого отношения. Кстати, весь путь между прошлым и следующим люками идет в основном между зданиями этого учебного заведения. А сам люк находится прямо напротив одного из ее входов, рядом с одной из водонапорных станций Шиба. Согласно карте, это люк номер 4. Он имеет фон зеленого цвета, и при такой расцветке он, конечно же, посвящен Sailor Юпитер. Кстати, это единственный люк, рядом с которым видно токийскую телебашню. А ведь токийская телебашня, по сути, сама является символом района Минато и очень часто появляется в различных сценах из аниме, и не только Sailor Moon. Итак, люк посмотрели, фоточки сделали, видом насладились. Так что не будем тут сильно задерживаться и пойдем к следующему пункту нашего маршрута. Кстати, по пути иногда встречаются очень аутентичные места. Ну что, догадались уже, какого цвета будет следующий люк? А пока мы до него идем, небольшой, но интересный факт про люки. Если кратко, то манхору, именно так от английского manhole, называются крышки канализационных люков. Это целое направление с морем фанатов как в Японии, так и за рубежом. Дело в том, что однажды японцы задумались о том, как привлечь внимание людей к значимой роли канализационной системы и улучшить ее имидж, и решили запустить проект карточек с крышками люков. Да-да, информационные карточки с крышками люков по всей Японии. Карточки, кстати, бесплатные. Надо лишь доехать до люка, зайти в центр выдачи, что мы, кстати, и сделали в начале, и получить ее. А еще в обязательный ритуал входит сфоткать свои ножки рядом с люком и как бы отметить для себя, что он вами обнаружен. Есть целый специальный сайт и специальная карта Японии, где отмечены все эксклюзивные люки и раздаваемые к ним коллекционные карты. Представляете, какой это еще и дополнительный стимул путешествий в любой район любого города. Есть даже специальные ивенты для фанатов люков, но это уже другая история. А между тем мы уже почти пришли к следующей нашей цели.
Не знаю, совпадение или нет, но люк находится рядом с зданием, где был раньше музей Sailor Moon, и где я снимала про него ролик. Ролик, кстати, до сих пор актуален и бьет рекорды по просмотрам. Так что, если интересно, гляньте. Музей переезжает по Японии, и его еще вполне можно застать. Четвертый люк, как я думаю, многие уже догадались, красный, в честь Sailor Mars. А еще Тойо Эйва Джогакуин – это школа, которая, как говорят, была моделью для T.A. Джогакуин, которую посещала Рэй Хино, Sailor Mars. Ну что, остался последний – в путь. Правда, сначала придется немного вернуться. И вот мы на месте. Станция Азабу-Джибан – это место, где Усаги Цукина, Sailor Moon, и Мамору Чиба Такседо Маск, главные герои этого аниме и манги, впервые встретились, и где происходили почти все основные события. А вот и сам люк. Он прекрасен. В реальности до него определенно надо дойти и взглянуть. Все-таки карточка – это одно, а вживую люк совсем другое. Ну, прям очень прикольно. Я, если что, вообще не из фанатов люков. Знаю про это, да, но не увлекалась и никогда серьезно не интересовалась этим. И даже на маршрут этот смотрела весьма скептично. Но как фанат аниме решила его пройти и испытать на себе. И знаете, что-то в этом определенно есть. Ходишь такой от люка к люку, фоткаешь ножки, одновременно любуешься городом и пейзажами, узнаешь про новые места и обнаруживаешь закоулки, в которые никогда бы без этого не зашел. Прям какая-то романтика первооткрывателя. Кстати, карточку я изначально получила именно для того, чтобы сфоткать ее сразу с этим самым люком. На этом люки закончились, но приключения продолжаются. Ведь на нашей специальной фанатской карте указаны не только люки, но и памятные места, имеющие непосредственное отношение как к Sailor Moon, так и к автору манги Наока Такеучи. И первое из таких мест – па-парам-пам-пам – Макдональдс. Конечно, Макдональдс это сейчас, но в то время, когда Наока рисовала мангу, на этом месте находился игровой центр в Пачинко Корона. И именно он стал прототипом игрового центра Корона, где работал Мотоки, а Усаги часто после школы приходила поиграть туда в компьютерные игры. Совсем рядом, буквально через дорогу, нас ждет второе место. Это парк Ичинахаси с прикольным фонтаном. Этот парк часто появляется в сценах, где Чибиуса путешествует в будущее. И хотя опоры моста после ремонта выглядят по-другому, фонтаны и другие элементы сохранили следы тех дней. Сейчас же, мне кажется, этот фонтан выглядит как небольшой оазис посреди бетонного города. Следующее специальное и памятное место – это прям-таки историческая лавочка Стояки. Это мини-кафе Стояки основано аж в 1909 году, и, как говорят, его часто посещала Наока Такеучи. Стояки в этом месте готовят своим традиционным и давним способом, с использованием бобов адзуки с Хоккайдо. Думаю, нет, уверена, они стали бы идеальным перекусом в нашем тематическом маршруте. Но, видимо, не в моем сегодняшнем. Оказалось, что место настолько популярно, или просто день такой, в общем, у них заказов так много сегодня, что ближайший Стояки появится только через 2 часа. Ну что ж, не будем сильно расстраиваться, а лучше порадуемся за успехи этого исторического места. И пойдем дальше. А дальше у нас магазин канцелярских товаров Хираноэ. Это магазин с долгой историей, основанный в 1929 году, и Наока Такеучи часто использовала его в то время, как рисовала мангу. Удивительно, но факт. Сегодня он оказался закрыт.
А жаль, я бы с удовольствием прикупила бы в нем ручку, маркер, ну или блокнотик на память. До следующего места придется немного пройтись, но оно того определенно стоит. Дело в том, что это магазин калейдоскопов. Первый в Японии специализированный магазин калейдоскопов. И именно он фигурирует в нашей истории как магазин, где Усаги и малышка покупали одинаковые калейдоскопы. А сейчас он стал еще и местом, которое посещают фанаты Sailor Moon из Японии и из-за границы. Место действительно интересное и необычное. Думала, зайду туда на 5 минут, а зависла там аж на полчаса. Само оформление магазина очень старинное, загадочное, и любой его уголок можно долго рассматривать. Про калейдоскопы я уже и не говорю. Их тут просто море, все такие разные, интересные и необычные. Стоят они, кстати, тоже прилично. Мне кажется, я с детства не держала в руках калейдоскопа, и сейчас, по ощущениям, он кажется каким-то магическим предметом. Кстати, небольшая витрина по нашей теме тут тоже есть. Узнали? Да-да, это тот самый калейдоскоп из аниме. Что-то мы тут подзадержались. Идем на следующую точку – автобусная остановка Сендай Сакагами. Остановка расположена на пересечении неправильного пятистороннего перекрестка. И именно отсюда отправляется тот самый зловещий 6-часовой автобус из 3-го акта манги или же 3-й серии Кристал. Ну и последний пункт нашего сегодняшнего путешествия – это храм Азабу Хикава. Это прототип семейного храма Хикава, где Рей служит жрицей. В реальности храм Азабу Хикава небольшой, уютный и, как говорят, приносит удачу в победе в матчах и отгоняет злых духов. Ну вот, наверное, и все. Поздравляю! Мы выполнили этот квест и даже получили памятный приз в виде карточки. И на все это, с учетом мини-остановок на пофоткаться, у меня ушло около 4 часов. 2,5 часа на люки и 1,5 на специальные памятные места. Но если по пути еще заходить в красивые храмы, сады, посидеть в кафе Стояки и подняться на Токийскую телебашню, то можно смело провести в этом районе весь день. И в заключение хочу сказать, маршрут мною пройден полностью, и он действительно не банальный, интересный и живописный. А самое приятное, он абсолютно бесплатный, если не считать транспорт на доехать и еду по пути. В общем, прям от души рекомендую фанатам к прохождению этот квест. Как вы заметили, я немного изменила маршрут прохождения для оптимального его продвижения, чтобы не было возвратов назад и потери времени. Так что сохраняйте себе на будущее и пользуйтесь. Буду очень рада, если вам он поможет в вашем идеальном японском приключении. На этом я с вами прощаюсь. Ставьте лайки, если понравилось, и подписывайтесь на канал. Впереди еще много интересного.